убыток в трейдинге не является ошибкой. Это всегда шаг в неизвестность, шаг в пустоту, тогда ваш трейдинг станет намного лучше. Размер депозита в трейдинге имеет последнее значение. Вы никогда не знаете и никогда не будете знать, куда пойдет рынок. Зачем пересиживать убыточную позицию, если вы можете на ней заработать? Я не знаю, так почему вы должны? И вот здесь наступает самое-самое страшное, что может с вами случиться. Друзья, всем привет, меня зовут Игорь Балякин, вы на моем канале по трейдингу. И, насколько вы уже знаете, я не очень часто выпускаю здесь видео, просто потому что иногда бывают какие-то дела бытовые. Когда-то я вожусь со своими исследованиями по трейдингу, но в целом и в общем основной и главной причиной это недостаток мотивации. Да, то есть, в принципе, я этот канал веду тогда, когда мне хочется сказать, и особо выпускать несколько видео в неделю мне здесь как-то не особо с руки, но вот, очень часто таким мотивирующим фактором для меня, основным мотивирующим фактором является то, что если я посмотрю какое-то видео о трейдинге, возможно, другого блогера, либо просто чье-то мнение о трейдинге, либо человек, который мне пишет, например, на почту, задает какие-то вопросы, я вижу, что в том видео, что вот в тексте этого письма очень яркие и важные моменты, которые могут привести к потере депозита, очень много ложных установок, которые я хотел, чтобы вы все избежали. Они на самом деле неминуемо будут на пути каждого, кто только начинает заниматься трейдингом, просто лишь потому, что, как я обычно и говорю, трейдинг это настолько уникальный вид деятельности, что придя из обычной жизни, основываясь на том опыте, который мы получили в обычной жизни, мы все вот эти установки несем в трейдинг, и они здесь не работают. Невозможно с теми же самыми установками здесь зарабатывать. От них нужно потихоньку избавляться. И вот как раз недавно мне письмо прислала одна из моих подписчиц, Наталья. Мы с ней порой переписываемся. Она мне задает вопросы какие-то небольшие, я стараюсь на них ответить по мере возможности и сил. Но здесь она прислала письмо, в котором описала ее первые шаги в трейдинге. Я так понял, это было на демо-счете, это очень здорово. На самом деле это очень-очень правильно что-то пробовать сначала на демо-счете. Да? Чуть попозже поговорим про того брокера, которого она это сделала, но тем не менее. В чем смысл сегодняшнего видео? Когда я прочитал вот это письмо, я увидел здесь очень-очень много таких рэперных точек, которые ни в коем случае нельзя пропускать из виду, их нужно хорошо проработать, избавиться от них. И здесь я как раз вот увидел много нарративов, много идей, которые Наталья попробовала реализовать в своем тренинге, от которых я бы хотел, чтобы и она, и каждый из вас избавились. Вот это очень важно. Поэтому я буду постепенно зачитывать это письмо. Сначала, возможно, прочитаю его сразу все, а потом, разбивая по маленьким кусочкам, объяснять, почему именно вот этот тип установок здесь ни в коем случае не может быть применен. Не может быть применен в таком виде заработка, как трейдинг. Итак, давайте начинать. Итак, сначала я зачитаю письмо полностью и целиком. Здравствуйте, Игорь. Хочу рассказать вам о своем первом опыте. Открыла демо-счет на forex.com и начала изучать интерфейс. Сначала все было непонятно, но я разобралась, на счету было около 50 тысяч долларов. Ну, такое часто бывает, когда открываются демо-счета, дают очень приличные суммы сразу, так сказать, на освоение. Так вот, я начала пробовать и ошиблась. Ушла в минус на 450 долларов, но я начала разбираться, что я делаю неправильно, и тут было все, и риски, и точки входа. И сегодня с утра я села и опять начала мои исследования, открыла минутный таймфрейм, и здесь как-то стало все виднее и понятней. Я изучила инструмент на разных таймфреймах и установила линии поддержки и сопротивления, и опять перешла на минутный таймфрейм. Я открыла один ордер и установила take loss и take profit, поднялась на 30 долларов, потом внимательно стала изучать и взяла с двух ордеров 260 долларов. Я в первом ордере не поставила стоп-лосс и ушла в минус, но я понимала, что разворот должен быть скоро по показаниям графиков, и я взяла прибыль в итоге 180 долларов. Я попробовала и поняла, что если бы я начинала со 100 долларов, то я бы просто потеряла мои деньги, потому что в одном ордере без стоп-лосс я ушла в минус на 140 долларов. Но потом все выровнялось, и я взяла прибыль и точно знала, что по моим расчетам на графике, что рост пойдет. Значит, нужно иметь хороший депозит. Мне так понравилось участвовать в этом, и на минутном таймфрейме вижу, как движется рынок, его дыхание, волну, и это здорово. Вот такой мой первый опыт. Ну, дальше я не буду зачитывать, это в принципе не относится к теме данного видео. И давайте сначала разберем по кусочкам, что же
здесь заложено, какие основные ложные идеи у Натальи возникли, которых следует, как я уже сказал, избегать. Так вот, я открыла счет на forex.com. Да, сразу первое предложение. Я открыла счет на forex.com. Очень хорошо, что это исключительно демо-счет. Да, в конце Наталья, кстати, привела в пример выдержку с их сайта, с описания этого брокера, попросила меня посмотреть, что это за брокер и можно ли ему доверять. И я очень часто про это говорил, возможно, недостаточно часто, поэтому еще раз повторить, что когда вы выбираете брокера, абсолютно не важно, как красиво и что они пишут на своих сайтах, абсолютно не важно, как выглядит их сайт. Самое важное, что есть, это то, под какими регуляторами ходит этот брокер. Возможно, это если это американский брокер, то это комиссия по ценным бумагам и биржам, плюс комитет ФИНРА, CIPC – это страховка. Если это европейские регуляторы, то там тоже есть официальные государственные регуляторы, которые следят за правильностью исполнения всего. А если у брокера просто красивая страница, и они говорят о том, что их задача сделать вам хорошо и хорошо исполнять ордера, скорее всего, его бы еще раз перепроверить на регуляторы. И обращайте внимание, очень часто есть какие-то регуляторы, которые находятся, ну, скажем, на Кипре, Мальте и в подобных офшорах. Их стоит избегать, потому как ослабленная регуляция вот в таких странах приведет к тому, что в критический момент, в период, возможно, кризисов, если будет стоять выбор возвратить вам деньги, либо нет, скорее всего, они выберут второе. Поэтому здесь вот из первого предложения это более внимательно отслеживать того брокера, которого вы выбираете. Но тем не менее, также можно иметь в виду, что для начала, чтобы просто поиграть на демо-счете, посмотреть, где какие кнопки расположены, пусть даже в таком примитивном, возможно, веб-терминале, это, в принципе, хорошо. Я также в свое время получал подобный опыт на очень какой-то странной, даже не помню, как сейчас называется, Форекс-фирме. Читаем дальше. На счету было $50 тысяч. Еще раз повторюсь, это нормально. Форекс-брокеры очень любят давать вот таких фантиков как можно больше, чтобы почувствовать себя настоящим трейдером. Так вот, я начала пробовать, ошиблась и ушла в минус на $450. Очень важно понимать, что сам по себе убыток в трейдинге, ничего страшного в этом нет. И в чем состояла главная эта ошибка? Если ошибка состояла в том, что вы поставили не в том направлении, то в принципе это не ошибка. Я сам постоянно вхожу в позиции, очень часто вхожу в позиции, которые не идут в моем направлении. Это не ошибка. Главное понимать, что убыток в трейдинге не является ошибкой. Ошибкой является кое-что другое, что у нас будет дальше. Поэтому сама по себе потеря $450, тем более для такого депозита, как $50 тысяч, это в принципе не так уж и страшно. Хотя нужно понимать, главное, чтобы закрытие этой убыточной позиции было именно спланировано, а не просто когда уже надоело видеть, как рынок пожирает наш счет. Так вот, Наталья начала разбираться, и что она делает не так, тут было все, и риски, и точки входа, но это уже не столь важно. Я сегодня с утра села и опять начала мои исследования, открыла минутный таймфрейм, и здесь мне стало все виднее и понятней. Вот здесь очень важный тонкий момент. Рынок, по крайней мере, как я его вижу, и сколько с рынками я не работал, они все свечи, графики и цены ходят практически одинаково, что на минутных таймфреймах, что на 5-минутных таймфреймах, что на более старших таймфреймах. То есть законы движения цены одни и те же. Разумеется, я говорю исключительно про ликвидные инструменты, да, очень важно подчеркнуть, потому что на неликвидных инструментах, на минутных таймфреймах будет твориться черти что, одни сплошные гэпы, и порой там даже бывает несколько минут ни одной сделки. Так вот, если мы говорим про хорошие ликвидные инструменты, законы движения цены на мелких интервалах, на средних, на крупных должны оставаться одними и теми же. Я здесь, правда, исключаю очень старшие таймфреймы, типа недельных и месячных. Там немного уже создается искажение, но тем не менее все, что день и ниже, должны быть одинаково понятны и хорошо читаемые для вас графики. Иначе те идеи, на которых вы пытаетесь сделать деньги, возможно, не будут являться универсальными. Я предпочитаю все-таки универсальные идеи, на которых можно делать деньги на любых таймфреймах, но тем не менее я сам лично не делаю сделки на таких коротких таймфреймах, как минутные, просто лишь потому, что там возрастает степень дополнительного убытка не из-за того, что вы что-то не так сделали, а просто из-за того, что расходы на комиссионные из-за частого совершения сделок и, возможно, на проскальзывание будут значительными и могут отъесть значительную часть вашей прибыли. Я когда-нибудь сделаю видео, где я математически
разложу то, насколько важен каждый цент в совершении сделки, насколько он может на длинной перспективе сожрать наш счет или как минимум часть нашей прибыли, значительную часть нашей прибыли. Так вот, ну это на самом деле дело вкуса. Таймфрейм выбирать волен каждый сам. Я предпочитаю торговать на дневных интервалах, поэтому здесь не будем считать, что это какая-то неправильная идея, неправильный нарратив. Пусть будет это минутный таймфрейм. Главное, что идеи, которыми вы торгуете, должны быть понятны и видны и на минутных, и на 5-минутных, и на получасовых, часовых, неважно. Это должны быть одни и те же хорошо читаемые идеи. Так вот, я изучил инструмент на разных таймфреймах, установил линии поддержки и сопротивления и опять перешла на минутный таймфрейм. Здесь, в принципе, все хорошо, можно на старших таймфреймах устанавливать и делать какой-то теханализ, а торговать на более мелких таймфреймах, это, в принципе, все ок. И я открыла один ордер, установил take loss и take profit. Ну, здесь правильно сказать, правда, stop loss и take profit, но неважно, это уже такая придирка. И поднялась на $30. Потом внимательно стал изучать и взяла с двух ордеров $260. В первом ордере я не поставила stop loss и ушла в минус. Вот здесь, кажется, я понимаю главную ошибку. Мы начинаем думать, что у нас есть какая-то прибыль, что мы поднялись, когда мы увидели небольшой пересчет вариационной маржи, так называемый, ну это правда по фьючерсам, перерасчет наших позиций. То есть если мы видим, что по позиции пошел плюс, нам кажется, что мы уже вроде как чуть-чуть заработали. Нет, в трейдинге очень важно фиксировать, что мы что-то заработали только тогда, когда мы закрыли эту позицию, полностью ее закрыли, полностью. Именно тогда мы можем сказать, что мы что-то там заработали. А пока у нас есть волна наверх, она нам принесла немного денег, потом она пошла вниз, если мы в позиции, она унесла у нас денег. Это все еще называется только расчетная прибыль, ни в коем случае не реальная прибыль. И в принципе ее как-то соотносить с прибылью и убытков реальных, ну, не стоит. Поэтому в первом ордере я не поставила стоп-лосс и ушла в минус, но я понимала, что разворот должен быть скоро по показаниям графика, и взяла прибыль $180. И вот здесь наступает самое-самое страшное, что может с вами случиться. Первое, я не поставила стоп-лосс, это вот просто табу в трейдинге. Очень важно в любом типе трейдинга знать, где мы выйдем из позиции. Пересмотрите, пожалуйста, у меня есть пару видео, которые называются «6 элементов системы». Одно из этих видео посвящено точке входа, другое посвящено стоп-лоссу. И там очень важно понимать, что есть предполагаемый сценарий и его развитие, а есть отмена этого сценария, который также очень-очень важен. И если мы понимаем, что цена ушла за эту линию, нам нужно выйти из этого сценария, больше на него не рассчитывать. Здесь же, если мы говорим о том, что мы не ставим стоп-лоссы, мы готовы пересиживать рынок очень-очень долго, и в принципе он может довести наш счет до полного нуля. Но самая страшная ошибка кроется в следующей фразе. Я понимала, что разворот должен быть скоро по показаниям графика, и взяла прибыль $180. Вот так на самом деле рушатся все депозиты. И я, наверное, не преувеличу, если скажу, что порядка 70% всех слитых депозитов происходит вот из-за этой конкретной фразы. Самое страшное, что мы можем подумать, что мы понимаем, куда может пойти рынок, пусть даже в ближайшей перспективе. Пусть нам может казаться, что мы очень часто знаем, куда он идти, и он действительно туда идет. Но на самом деле здесь является так называемый отрицательный отбор нашего мозга. Наш мозг устроен таким образом, что когда мы замечаем то, когда мы оказываемся правы, да, мозг фиксирует, окей, мы правы. Но если происходят какие-то моменты, в которых мы ошиблись, он как будто бы выпускает это из виду, и у нас получается такой белый шум в голове. И создается такая симметрия. Нам кажется, что мы очень часто знаем, куда пойдет рынок, и мы можем даже говорить, ну я же говорил, он туда пошел. Нет, на самом деле в абсолютно таком же количестве случаев, если не в большем, то, что вы говорили, то, что вы предполагали, оно туда не шло, но просто вы это тут же забывали, потому как мозг именно так и устроен. Так вот, очень важно знать и строить свою торговлю, свою систему ровно таким образом, что вы понимали, что вы ничего абсолютно не знаете о ходе движения рынка в ближайшую минуту, в ближайшие полчаса, час или сколько там, день тем более. Я как трейдер, как системный трейдер, я очень часто люблю это повторять, я как системный трейдер делаю абсолютно все согласно моей системе. То есть я выставляю все ордера, все свои сделки делаю исключительно согласно моей системе, но я как человек, как чуть-чуть, возможно, азартный человек, я перед каждой сделкой я делаю небольшую ставку внутри себя в голове, да,
Она заключается в том, что вот, как мне кажется, эта точка входа будет для меня прибыльной, либо убыточной. И просто мне это нравится чисто для такого хобби, что ли. Так вот, я занимаюсь трейдингом 9 лет. По своей системе я торгую, наверное, уже лет, ну, наверное, 7,5. Вот так, когда она полностью, в принципе, завершилась, сформировалась. Так вот, за такое количество времени я так и не научился угадывать на сколько-нибудь системной основе, на постоянной основе, какая моя сделка будет прибыльной, а какая убыточная. Порой мне кажется, что сейчас все вот-вот выбьет, а это оказывается самая прибыльная сделка. Так, кстати, было в серии видео «Дневник трейдера», который я выкладывал где-то в августе-сентябре 2020 года, там, где я вживую торговал в течение месяца и каждую свою сделку показывал на своем канале. Посмотрите, если вам интересно, там целая серия из 4 частей, по неделе каждая часть. Так вот, там как раз и была такая сделка, когда мне казалось, что вот-вот уже выбьет, я бы про это там и говорил, но в итоге это оказалась очень-очень серьезная, хорошая, прибыльная сделка. Так вот, еще раз повторюсь, вы должны вбить себе в голову один очень полезный и важный нарратив. Вы никогда не знаете и никогда не будете знать, куда пойдет рынок. Это очень-очень-очень важно. Вы никогда не знаете, не будете знать, куда пойдет рынок. Пусть даже вы торгуете 50 лет, 80 лет, либо 100. Вы ничего про это никогда не будете знать, просто лишь потому, что рынок – это постоянно непредсказуемая субстанция. Да, разумеется, когда он разгонится, у него есть какая-то динамика, и нам кажется, что мы как бы предполагали эту динамику и видели ее, но на самом деле я советую вам представлять рынок как огромную стаю планктона. Вот представляете всегда, как огромная стая планктона передвигается по океану. Если вы на нее долго смотреть или вообще хоть какое-то время за ней понаблюдать, вы никогда не поймете и не будете знать, в какую секунду и в какой момент, в какую сторону двинется в следующий раз эта стая. И по каким законам это происходит. Просто это коллективное, бессознательное, которое движется по каким-то своим законам, которые изучить, ну и постичь практически невозможно. Поэтому я настаиваю на том, чтобы всю свою исследовательскую карьеру и карьеру трейдера вы потратили на то, чтобы понять эти законы формирования цены, потому как, еще раз повторюсь, это практически невозможно. А потратили бы свои силы и время на то, чтобы выстроить свою систему так, чтобы она не зависела, чтобы прибыльность этой системы не зависела от того, знаете ли вы, куда пойдет рынок, либо не знаете. То есть, в принципе, это можно выразить в следующей фразе. Мы не знаем, куда пойдет рынок, но нам это и не нужно, чтобы извлекать прибыль из движения котировок. Да, разумеется, есть точки входа, есть перевесы вероятности. И очень важно понимать, что когда мы знаем хорошую точку входа, она носит всегда вероятностный характер, То есть, скажем, 70/30. И мы не знаем, какая сторона статистики отработается именно в этот раз. Положительная, либо отрицательная. Будет сейчас 30%, когда статистика нарушится, либо когда будет 70% положительной отработки статистики. То есть, каждую следующую сделку мы не можем предсказать, что с ней будет происходить. Так вот, когда вы начнете подходить к трейдингу с той точки зрения, что я не знаю, куда пойдет рынок. Да, у меня есть точки входа, перевеса вероятности, но в принципе мы никогда не знаем. Это всегда шаг в неизвестность, шаг в пустоту. Тогда ваш трейдинг станет намного лучше. Вы, по крайней мере, перестанете себя обманывать. И вы тогда начнете думать о том, окей, хорошо, если я не знаю, куда пойдет рынок, то как же мне тогда выстраивать мою стратегию? И вот эти вопросы очень полезны для формирования вас как системного трейдера. Поэтому, еще раз, вы не знаете и никогда не будете знать, куда пойдет рынок. Просто принимайте это как данность, имейте это в виду. Я не знаю, так почему вы должны? Правильно же? Хорошо. И, разумеется, отсюда вытекают следующие проблемы. Я точно знала по моим расчетам на графике, что рост пойдет. Проблема заключается в том, что он может и не пойти. И достаточно всего лишь одного раза, когда у вас будет набрана полная позиция, чтобы рост не пошел, а продолжил снижение, и ваш счет может быть стерт в порошок. Вот это самое страшное, потерять счет один раз. Я в своей жизни никогда не терял счета и достаточно горжусь этим, можно так сказать. И очень важно, чтобы, я желаю вам, чтобы такого прецедента у вас никогда не было. Потерять счет — это как получить нокаут в боксе. Боксеры, когда идут успешно по своей карьере, однажды улетев в нокаут на ринге, потом уже не могут боксировать так, как они делали это до нокаута. Все боксеры это знают, это называется пробитый боксер. Так вот, в тренинге все то же самое. Не дай вам Бог потерять хотя бы один раз свой депозит. Вы уже
с трудом сможете отделаться от этой мысли, что в следующий раз вы его не потеряете. Это очень-очень сложно потом вылезать из этого так называемого, ну, тильта, не тильта, но вот этого психологического давления. Это очень трудно. У нас тут пошел дождь, поэтому пора мне закругляться. И последнее, на что я бы хотел обратить ваше внимание из этого письма, а именно, я поняла, что если бы начинала со $100, то я бы просто потеряла все свои деньги, потому как в одной из сделки ушла на $140. И значит, нужно иметь хороший депозит. Так вот, размер депозита в трейдинге имеет последнее значение. То есть, скажем так, он влияет только на абсолютную прибыль, которую вы получите. Что я имею в виду? Я часто говорю, что лучше бы с самого начала мыслить исключительно процентным соотношением от всего депозита. То есть вы не должны мыслить $140, $50 тысяч или $100, $30, цифрами, которые есть у вас, или числа, которые есть у вас на экране вашего терминала. Нет, вы должны один раз выбрать себе депозит, ну пусть это будет $50 тысяч, а потом все расчеты производить исключительно в процентном соотношении. И размер депозита, если вы увеличите депозит, да, размер депозита ни к чему не приведет. Если у вас будет большой депозит, вы просто сможете набрать еще большую позицию, и по сути результат не изменится. Очень часто есть идея, что если бы у меня было побольше денег, то я смог бы пересидеть эту убыточную позицию. Но позвольте, зачем пересиживать убыточную позицию, если вы как направленные трейдеры, если вы поставили наверх, а рынок пошел вниз, зачем эту позицию нисходящую пересиживать, если на ней можно сделать деньги в шорт? Вот просто подумайте об этом. Зачем ее пересиживать, если вы можете на ней заработать в этот момент? И ни один депозит, ни один размер депозита, пусть даже у вас будет очень большой депозит, не поможет вам из убыточной стратегии сделать прибыльную стратегию. Почему? Просто лишь потому, что если вы будете иметь большой депозит, но торговать совсем смешными деньгами, ну, скажем, иметь $50 тысяч, а совершать сделки на, ну, скажем, на $100, на $200, да, разумеется, скорее всего, ваш депозит практически невозможно будет слить, потому что эффект от движения каждой акции будет минимальный с точки зрения убытка. Но и прибыльный эффект от ваших позиций будет также минимальным, и, скорее всего, после этого либо забросите это занятие, потому как оно не приносит денег относительно общей массы депозита, либо же вы начнете совершать сделки на большие обороты, чтобы получить большую прибыль, и, разумеется, вы тем самым также увеличиваете потенциальные риски. И чаще всего, когда человек торгует маленьким депозитом, понимает, что он слил деньги, потому что у него не хватило запаса, чтобы пересидеть позицию, он, например, в следующий раз берет больший депозит, какое-то время торгует на прошлых объемах, когда и убытки, и прибыли минимальные, потом ему это, разумеется, надоедает, потому что покупательская способность счета огромная, и он просто берет и начинает торговать со временем на все больше и больше обороты, что опять же приводит к сливу, только уже к большего счета. Вы понимаете, да, как это работает? То есть нужен небольшой депозит, нужно эффективное управление этим депозитом, чтобы каждая убыточная сделка была очень небольшая в процентном соотношении, а каждая прибыльная позиция приносила очень-очень много к счету. Лучше это считать, опять же, в процентном соотношении. И тогда вам будет все равно, с какого депозита начинать. Это будет $1000, $5000, $50 тысяч, $500 тысяч. Ну, там есть некоторые пределы, конечно, но тем не менее, суть, я надеюсь, вы поняли. И лучше начинать, разумеется, с небольшого депозита и только со временем добавлять. Поэтому вот такое вот видео у меня получилось. Оно было навеяно, еще раз повторюсь, письмом моей подписчицы, с которой мы очень хорошо переписываемся. И еще раз хочу сказать, что я ни в коем случае не хотел здесь как-то ругать попытки в трейдинге. Они очень важны, очень нужны. Я лишь просто хотел подчеркнуть ложность тех нарративов и тех идей, которые мы несем из нашей обычной жизни в трейдинг, и указать на то, что они здесь просто не будут работать. Поэтому, возможно, получилось немножко так покритиковать, но исключительно ради вашего же блага. Поэтому я надеюсь, вам понравилось это видео, надеюсь, что оно получилось не очень затянутым. Вы как минимум полюбовались волнами, я надеюсь. И на этом, я думаю, пора закругляться. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. Напишите в комментариях свой первый опыт торговли на демо-счетах и не только. И увидимся в следующий раз. Всем пока!